Всем привет! Сегодня у нас обзор объектива Yongnuo 35 мм. Это доступный 35-мм объектив с диафрагмой f2.0 для полнокадровых и кроп-камер. Он имеет в том числе и автофокус, а стоит всего лишь 6000 рублей. Достойно ли это стекло? Сегодня мы с вами попробуем разобраться. Итак, прежде всего давайте поговорим о позиционировании данного стекла. Этот объектив 35 мм, то есть это фикс-объектив. Подходит он, как я уже сказал, для полнокадровых и для кроп-камер. В нашем случае это объектив, предназначенный для системы Nikon. Также эти объективы выпускаются и для систем Canon. Как-то так изначально пошло, что объективы 35 мм для полнокадровых камер достаточно дорогие. Самые доступные решения от компаний Nikon и Canon вы можете приобрести примерно за 35-40 тысяч рублей, в то время как этот малыш стоит всего 6. Вообще, один из самых любимых моих объективов на все времена – это Nikon 35 мм f1.8, об этом я говорил множество раз. И этот объектив мне его очень сильно напоминает его в том числе и внешне. Конечно, этот объектив также очень похож на 35-мм объектив с диафрагмой f2 от компании Canon. И по сути Yongnuo взяла, скомбинировала два этих объектива и выпустила задешево на мировой рынок. А сейчас давайте подробнее посмотрим на этот объектив, на органы управления и на его особенности. Итак, что касается конструкции. У нас тут есть переключатель между автоматическим и ручным режимом фокусировки. У нас есть шкала дистанции фокусировки. Ну и есть, конечно, фокусировочное кольцо, которое имеет очень маленький ход, наверное, меньше 90 градусов. И что примечательно, сейчас вот у нас на улице холодно, это кольцо, дубеет. Причем на улице у нас не сильные морозы, а около минус 3 градусов. И все равно объектив уже задубел, очень тяжело поворачивается фокусировочное кольцо в положении MF. Но если вы фотографируете в благоприятных условиях, то в принципе крутится оно неплохо, но в конце фокусировки оно дает вот такие вот щелчки, очень странные. Обычно такого не происходит на стеклах именитых брендов. В принципе, придираться к этому стеклу мы особо-то и не будем, потому что все-таки его цена достаточно демократична. Но отмечу некоторые положительные моменты. Во-первых, это и металлическое байонетное кольцо, и достаточно популярные диаметр резьбы под светофильтр, это 58 мм. Светофильтры достаточно доступные с точки зрения того, что их просто найти, с точки зрения того, что они стоят не очень много. Светофильтр, как по мне, на этот объектив одевать не просто желательно, а просто обязательно, потому что, обратите внимание, я сейчас его сниму, и вы увидите, что передняя линза, она утоплена туда. И посмотрите, сколько у нас вокруг этой передней линзы реальных пылесборников. То есть туда очень много будет набиваться пыли, если вы не будете использовать светофильтр. В общем, что касается моих наблюдений в процессе использования этого объектива, то, во-первых, вы можете перейти на сайт и посмотреть примеры фотографий, которые мы делали в Музее природы. Там была выставка бабочек в том числе, и мы делали некоторые кадры. Вот что хочу отметить, что если освещение умеренно плохое, как в рамках того музея, то объектив фотографирует неплохо. Если освещение совсем плохое, то есть это комнатные какие-то источники света, причем достаточно тусклые, то фокусировка не всегда стабильно работает. Но в целом для подобного стекла, для фикса, да к тому же такого дешевого, я считаю, что фокусировочная система здесь справляется достаточно неплохо. Когда освещение нормальное, дневной свет, или когда помещение хорошо освещено, то проблем с фокусировкой особо не возникает. Но в тот же момент лично у меня возникли проблемы при использовании данного объектива и вспышки компании Nissin. То есть вот такого сочетания неоригинального стекла, неоригинальной вспышки дает периодический, очень частый фронт-фокус. На самом деле такая ситуация наблюдалась и с объективом Sigma 35 мм. Поэтому я не могу сказать, что однозначно проблема именно в Yongnuo. Скорее всего, тут проблема уже какой-то совместимости идет. Хотя с оригинальным стеклом и вспышкой Nissin никаких проблем не возникает. То есть это такая загадочная ситуация, которая имеет место быть. Так что если вы владелец неоригинальной вспышки и хотите купить еще этот объектив, фотографировать со вспышкой, учтите, что могут быть проблемы. В остальном же я не заметил каких-то серьезных недостатков. То есть у нас нет какой-то излишней виньетки. То есть
Объектив действительно подходит для полнокадровой матрицы. Как вы понимаете, если бы мы поставили кроп-объектив на полнокадровую камеру, то у нас бы была очень серьезная виньетка. Но этот объектив не дает сильной виньетки, хотя на диафрагме 2.0, конечно же, она присутствует. Но так происходит на многих стеклах и на фиксах, и на зумах. С точки зрения каких-то других искажений, аберраций, ничего криминального не было замечено. Все на уровне каких-то других начальных объективов. То есть я не могу сказать, что этот объектив чем-то уступает им с оптической точки зрения. Но сейчас мы с вами сделаем небольшую проходочку, сделаем кадры на открытой, на прикрытой диафрагме, и вы сами сможете посмотреть, какую картинку этот объектив дает. Для теста мы используем наш аппарат Nikon D610. Давайте немного пройдемся и сделаем тестовые кадры. Начнем мы с теста, который называется фотографирование стены. Многие почему-то любят этот тест. На нем можно, в принципе, посмотреть и резкость, которую дает объектив, и виньетку, и остальные искажения тоже будут видны. Сначала мы сделаем кадр на диафрагме 2.0, и потом постепенно меняем значение вплоть до f16. Давайте возьмем. Все эти кадры вы увидите на экране. Теперь от искусственных тестов перейдем немного к естественным. Пойдемте дойдем вон до тех елочек. Как вы видите, мы бредем по целине. Можно сделать такой панорамный снимочек на 35 мм, когда вы находитесь далеко от объектов. Этот снимок не особо интересен, потому что он, по сути, является плоским. На нем нет каких-то особых планов. 35 мм не позволяет вам делать перспективу хорошую. Поэтому, чтобы нам сделать какие-то интересные кадры, нужно все-таки к объектам подойти немного поближе. Конечно, сделаем кадры и на максимально открытой диафрагме, чтобы посмотреть размытие кадра. Всеми любимое боке. Конечно, боке здесь не прям скажем, что крутое, потому что все-таки диафрагма f2.0 недостаточно большая. Но все-таки размытие заднего плана мы получить можем. Ну и переднего тоже, в зависимости от того, что мы фотографируем. Конечно, большинство покупает светосильные фиксы, чтобы максимальное количество времени снимать именно на открытой диафрагме. Поэтому, соответственно, большая часть кадров, которые я сейчас делаю, мне хотелось бы сделать именно на открытой, чтобы вы увидели, на что способен этот объектив. Объектив, знаете, не очень быстро фокусируется, но главное, что он делает это достаточно точно. То есть, смотрите, я вам продемонстрирую. Сфокусируемся на ближней дистанции и перейдем на дальнюю. То есть, он делает это не быстро, и причем достаточно шумно. Вы, надеюсь, слышите эти звуки. Это его немного отличает все-таки от популярных брендов, где фокусировка уже на современных объективах стала очень быстрая, очень точная. Сейчас мы будем делать кадры на прикрытой диафрагме, чтобы вы посмотрели на резкость. Конечно, по-хорошему, чтобы получить достойные кадры, нужно где-то полазить. Нам все-таки сейчас интересно просто посмотреть на техническое качество снимков. Сделать шедевры нам в рамках обычного обзора, конечно, не представляется возможным. Да и вообще съемка шедевров — это занятие такое, знаете ли.
непростое. Ну, мы сделали несколько кадров. По сути, тут особо больше фоткать нечего. Но сейчас я вам сделал такую небольшую подборочку из других фотографий, которые мы также делали на данное стекло. Можете качество получаемых снимков еще и по ним оценить. А сейчас давайте я некоторые итоги подведу. А в итоге я хотел бы сказать, что Yongnuo 35 мм это крайне достойное стекло. И честно сказать, к моему удивлению, потому что я-то не ожидал от него, что он сможет за 6000 рублей не просто фотографировать как-то, но еще и будет иметь автофокус. Я первый раз, когда услышал про то, что выйдет дешевый 35 мм объектив для Nikon, я подумал, ну, наверное, мануальный, как делают Samyang, например. Но они взяли и выпустили автофокусный объектив, да еще за такие небольшие в рамках полнокадровых камер деньги. И получается, что они сейчас создадут реальную конкуренцию крупным компаниям. И на месте крупных компаний я бы уже задумывался о том, что нужно как-то слезать с своей золотой горы и делать свои стекла более доступными для массового потребителя. В итоге объектив Yongnuo порадовал за свои деньги. Это классное стекло. Единственные вопросы могут возникнуть по его качеству с ходом времени. Но сейчас, к сожалению, мы не можем оценить, насколько эти объективы будут надежными. По первому впечатлению, объектив выглядит не очень надежно, но каким он окажется на самом деле, покажет только время. А на сегодня это все. Это был обзор очень прикольного, маленького, доступного объектива от компании Yongnuo. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы следить за обновлениями канала. На сегодня это все. Всем пока, хороших кадров!